Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как я собираю трехъярусный торт со всеми нюансами и подробностями. Начнем с подложки. Ее нужно брать обязательно как можно плотнее. Я использую из полистирола, так как обычный из ДСП или из дерева прогнется. Есть большая вероятность, что один из ваших ярусов даст трещину. Отмечаем центр на подложки и делаем отверстие для каркаса, то есть для широкой палки, которая будет держать наш торт, проходя сквозь все три яруса. Все ярусы обязательно нужно выдержать под весом, то есть под гнетом, чтобы коржи хорошо склеились с кремом, иначе у вас могут остаться частички воздуха, которые впоследствии при сборке торта вылезет и ярус треснет. Итак, первый ярус кладем на нижнюю подложку и вставляем шпажки. У меня есть плотные шпажки, есть тонкие. Я вставляю 5 плотных и затем несколько тонких шпажек, так как на нижний ярус всегда идет самая большая нагрузка. Затем ставим второй ярус и также вставляем в него шпажки. Все ярусы я собираю на плотных подложках. Прежде чем собирать торт на каждой подложке, в каждом ярусе в центре делаю отверстие 1 см диаметром, для того, чтобы потом с легкостью можно было пропихнуть нашу палку, которая будет держать весь торт, чтобы не нужно было ее сильно забивать. Она должна плотно проходить сама. Итак, во второй ярус ставили шпажки и ставим наш третий ярус. Посередине я вставляю свою широкую палку и пробиваю ее молоточком. Она аккуратно проходит сквозь первый ярус, затем второй и потом плотно входит в саму подложку. Делать это нужно очень аккуратно. Правильнее, конечно, это делать до того, как вы будете делать шоколадные потеки. Я просто забыла в процессе съемки, поэтому делаю это сейчас. Делать нужно аккуратно, чтобы ярусы сильно не смещались. Вот смотрите, я аккуратно пропихиваю за счет того, что диаметр отверстий у меня большие, палка с легкостью прошла. Теперь делаем шоколадные потеки и начинаем декорировать наш тортик. У меня декор будет ягодный, летний. Я использую шоколад со сливочным маслом для потеков в данном случае. Итак, декорируем тортик ягодками. Я использую клубнику, голубику и совсем немного красной смородины. Подложку я буду декорировать с помощью двустороннего скотча и специальной ленты с блесточками. Я использую двусторонний скотч, который я сейчас буду крепить на подложку, точнее на две подложки. Так как у меня две подложки, я с помощью двустороннего скотча их скрепила, и у меня получилась одна широкая подложка. Крепим двусторонний скотч, затем крепим нашу ленту. Я на свадебные тортики, так как это свадебный тортик, я люблю использовать именно такую с бусинками, с блесточками. Она такой праздничный вид придает подложке. И крепим, она очень хорошо держит. Вот так выглядит такая лента.
очень красиво и по-праздничному. Ягоду я обязательно покрываю декор гелем. Почему? Так как ягода начинает стекать. И даже если вы за 2 часа до торжества выложите ягоду на тортик, она у вас будет стекать. Особенно это касается клубники. Она очень быстро обветривается в холодильнике, стекает и имеет не очень красивый вид. Поэтому ее обязательно, особенно где разрезы, покрывать нужно декор гелем. Вы увидите разницу, если вы раньше не использовали, вы один раз, когда попробуете покрыть ягодку, вы увидите эту разницу. Несмотря на то, что ягоду вы разрежете, она будет сохранять красивый блестящий вид, аппетитный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, буду вам очень благодарна.